Всем привет! Сегодня 15 июня 2019 года. Это спикерские по Анонимной созависимости. Давайте помолчим, помедитируем, пригласим Бога на нашу встречу, затем скажем молитву о душевном покое. We're gonna say the serenity prayer. Боже, дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Это у нас серия спикерских выздоровления от, как я уже сказала, от анонимной зависимости. Сегодня у нас спикер Меган. Она будет говорить примерно час, потом в конце мы, в общем, пригласим новичков и так далее. Megan, the floor is yours now. Please break after a sentence yourself. Okay. I can translate. Yeah, thank you. Mm-hmm. So good morning or good afternoon or good evening. My name is Megan Daup and I'm a recovered Al-Anon. Привет всем. Привет или доброе утро или добрый вечер. Меня зовут Меган Daup, и я выздоровевшая Al-Anon. I never would have considered myself to be an Al-Anon, and I never realized that I qualified for Al-Anon. Я никогда вообще не рассматривала себя как Al-Anon, и я даже не думала, что я принадлежу к этой группе людей. What I've come to understand about myself is that my grandparents were supposedly alcoholics, and even though I never realized that played a role in my life, it set the context for my Al-Anonism. Что я позже узнала, то что похоже, что мои дедушка и бабушка были алкоголиками, и хотя я этого не понимала, но это создало условия для того, чтобы у меня возникла эта болезнь Al-Anon. I struggled with relationships and compulsive eating almost my whole life, but the compulsive eating was more obvious to me at a surface level. У меня вообще были проблемы с отношениями, также с компульсивным перееданием всю мою жизнь, но компульсивное переедание было более такое очевидное, тем, что лежало на поверхности. My journey in 12-step programs actually started in Overeaters Anonymous, but eventually led me here to Al-Anon. И мой путь в 12-шаговых программах начался в анонимных передачах, но в конце концов привел меня сюда, в Al-Anon. So I'll go back and tell you what my life used to look like and how I came into my programs and what my life is like now. И я вам расскажу, как жизнь моя проходила раньше, потом как я пришла в программу, точнее в программу «Мы», и как сейчас моя жизнь выглядит. From a very young age, I remember being the peacekeeper in my family, trying to get everyone to get along with each other. С детства я помню, что я была в детстве таким как бы примирителем, что ли, чтобы старалась, чтобы все друг с другом уживались. As I mentioned, my grandparents were likely alcoholics, and while I don't blame them in any way, I do believe it set the context for how we interacted with each other as a family. И, как я уже сказала, мои дедушка и бабушка были, похожи, алкоголиками, и хотя я их ни в чем не обвиняю, тем не менее это создало определенные условия для того, как мы общались в нашей семье. Within my immediate family, I had a family member who struggled with substance abuse, drugs and alcohol and mental illness throughout my childhood. У нас в семье был человек в моей непосредственной близости, который страдал от наркотиков, алкоголя и также от психических заболеваний
в общем, уже в детстве, когда я была ребенком. This was my brother, and I remember often being the intermediary between him and my parents. Это был мой брат, и я часто вспоминаю, что я была таким медиатором, что ли, между ним и моими родителями. I would cry and beg and plead for everyone to get along with each other. Я плакала, умоляла и просила всех, чтобы все друг с другом хорошо себя, как между собой хорошо относились друг к другу. And it was often an emotional roller coaster, just living with each other and trying to manage family relationships. И часто это было просто каким-то эмоциональным такой качелями, даже просто жить в семье и как-то какие-то отношения между друг другом поддерживать. That was my normal childhood experience, though, and I thought that was pretty common for everyone. Но для меня это было как бы обычным таким как бы способом жизни, и я думала, что у всех так. My way of coping with that was to compulsively eat, and from a very young age, it was obvious that I had an eating problem. Я как с этим справлялась? Я компульсивно ела, и, в общем, с детства сразу стало очевидно, что это проблема. I gained a lot of weight, and to the point where my parents sent me to a nutritionist when I was in early elementary school. Я очень сильно набрала вес до такого степени, что родители меня послали к диетологу уже в младшей школе. And from the age of about 11 years old through the rest of my adult life, I continued to struggle with my eating. И с 11 лет до буквально вот взрослой жизни, уже до недавней, я страдала от компульсивного поведения с едой. I compulsively binge ate and obsessively dieted and exercised as a way to manage my emotions around my relationships. И я также компульсивно ела, занималась спортом, как это было способом справиться с эмоциями, с как управлять моими отношениями. I have always been the kind of person to take things personally. Я всегда все принимала на свой счет. I used to think that I was just an empathetic person, but I realize now in my Al-Anonism that I get entangled with other people's emotions in an unhealthy way. Я раньше считала себя таким эмпатом, как говорится, да, что я так все чувствую. Но потом я поняла, когда я поняла, что такое болезнь Аланон, я поняла, что я просто как бы себя запутываю в отношениях нездоровым таким способом. And from school, from elementary school through high school, up into college, I became aware that I was just painfully self-conscious. И в общем, с младшей школы, потом в старшей школе, потом уже в колледже, я поняла, что я очень как бы чувствительный такой, крайне чувствительный человек. Постоянно себе на свой счет все воспринимаю. I was always worried about what people thought of me and how I looked. Я всегда очень беспокоилась о том, что обо мне люди думают и как я выгляжу. This went hand in hand with my eating disorder because the more I worried about what people thought of me, the more I tried to control my body. Это шло рука об руку с моим расстройством пищевого поведения, потому что чем больше я переживала о том, что люди обо мне думают, тем больше я пыталась контролировать свое тело.
I had a hard time making healthy relationships in school because I never really knew how to act with other people. У меня не было никогда здоровых отношений в школе, потому что я не знала реально, как себя вести с другими людьми. And even in that, you can see the twisted thinking and that I had to act a certain way at all. Даже в этом можно увидеть мое больное мышление, по тому даже факту, что я думала о том, как нужно себя вести. I wasn't comfortable being myself. I always felt like I had to live up to other people's expectations of what I should be. Я никогда не чувствовала себя комфортно самой с собой, но я всегда думала, то есть как мне оправдать или как мне соответствовать ожиданиям других людей. I didn't see this then, but what I now understand is that I was obsessed with people's opinion of me. В то время я этого не замечала и не понимала. Но сейчас я понимаю на основе опыта, что я была просто одержима мнением других людей обо мне. I wanted to say and do the right things so that they would like me. И я очень хотела говорить и делать правильные вещи, чтобы им понравиться. This meant that I often withheld my opinion and I didn't often participate in conversations or really express myself with others. Это выражалось в том, что я не выражала часто свое мнение, и вообще в разговорах с другими я просто как-то умалчивала и молчала, и не говорила, что я думаю. In high school, I also started dating and found that relationships, romantic relationships, were a way to make me feel better about myself. В старшей школе я также начала ходить на свидания, и я обнаружила, что отношения с мужчинами это тоже такой был хороший способ, чтобы чувствовать себя лучше, ну, самой собой, самой себе. In the same way that I sought validation from my friends and peers, I tried to get validation from boyfriends and romantic relationships. И так же, как я искала какое-то одобрение, самоутверждение от моих сверстников, я делала то же самое, искала одобрение и самоутверждение от своих молодых людей. I started dating someone in late high school, and we dated on and off for probably over 6 years. Я начала отношения с молодым человеком в старших классах, и мы сходились и расходились примерно в течение 6 лет. We would date for about a year, and then I would break things off because the relationship wasn't what I wanted it to be. То есть мы были вместе, например, год, а потом я разрывала эти отношения, потому что я считала, что они не соответствуют моим ожиданиям. Then I would start to feel very lonely and needy and would get back together with that boyfriend. После этого я начинала чувствовать себя одинокой, мне что-то было опять нужно, и я снова восстанавливала эти отношения. Then I would start to obsess about what he was doing or not doing in the relationship, that he wasn't the person that I wanted him to be, and we would break up again. Потом у меня начиналась опять навязчивая одержимость тем, что он делает или не делает в этих отношениях. И потом мы снова их разрывали, потому что он опять был не таким, как мне надо. He and I continued to date, break up, get back together for years. И мы с ним сходились, расходились, разрывали отношения обратно.
их начинали в течение 6 лет. I think on an inner level, I started to hate myself for that relationship, but I didn't know how to leave it alone. Я думаю, что где-то на подсознании я начала просто себя ненавидеть за то, что я это делаю, но я также не могла оставить этого человека в покое. I ended up finding someone I worked with who I was interested in a romantic sexual way. И в конце концов я нашла человека, с которым я работала, коллегу, в котором я была заинтересована как бы романтически и сексуально. He was a drug user and also drank, which was not somebody I would have typically dated. Он оказался, что он принимал наркотики и пил, но это как бы не тот человек, с кем я бы предположила, что у меня будут отношения. То есть необычная такая была комбинация. I found it to be really exciting to be with someone like that, even though I also knew it wasn't good for me. Я обнаружила, что мне с ним интересно и весело, что как бы я знала, хотя я знала, что это ничем хорошим как бы для меня не является. He was married but separated and had made it pretty clear from the beginning that he wasn't a commitment kind of person. Он был в браке, находился в это время, хотя они были как бы в сепарации, да, но он сразу изначально сказал, что он не такой человек, который хочет каких-то стабильных отношений. Even though he showed me from the very beginning who he was, I think part of me wanted to change him. И хотя изначально он мне показал и рассказал, кем он является, но внутри меня была часть, которая все равно хотела его изменить. I think part of me was convinced that if he loved me enough, then he would change for me. И я думаю, какая-то часть меня все еще думала, что если бы он достаточно меня любил, то он бы изменился для меня. It hadn't occurred to me that I was trying to change something beyond my control. А мне даже как-то и в голову не пришло, что я пытаюсь изменить нечто, что как бы за пределами своего контроля, зоны влияния. I just thought that if I kept saying and doing the right things, that I could be the person he would want me to be. Я все продолжала думать, что если я только буду говорить и делать правильные вещи, то я буду тем человеком, который ему нравится, скажем так. I thought if he liked me enough or loved me enough, he would invest into our relationship. И я думала, что если я ему буду достаточно нравиться, если он будет меня достаточно любить, то он потом как бы тоже будет вкладывать усилия в эти отношения. This led me to do things that were really beyond my character, like doing drugs with him, engaging in dangerous behaviors. И это привело меня к тому, что я делала такие вещи, которые для меня небезопасны. Например, принимала с ним наркотики или занималась другими опасными вещами. My family was very worried about me, and it made me so mad because I thought I knew what was best. Моя семья за меня переживала в это время. Меня это очень злило, потому что я думала, что я знаю, что для меня лучше. But I lacked the clarity to see that I was spiraling downhill in my attempt to get that relationship to go my way. Но у меня не было достаточной вообще ясности в уме, чтобы понять, что
я как бы выхожу, я теряю контроль в своих попытках как-то контролировать эти отношения. I truly hated myself in a deep way, and that fed into my compulsive eating even more as I continued to struggle with obsessive binging and dieting. Я искренне себя ненавидела, что также подливало масло в огонь моему расстройству пищевого поведения, и я компульсивно обжиралась и сидела на диетах, на очень строгих. What ended up happening, though, was that that person actually left to go hike the Appalachian Trail in the eastern United States. А потом, что произошло, то есть этот человек уехал, он пошел в поход по Апалачи, короче, есть такая тропа, которая идет через все восточную часть Соединенных Штатов, и он, короче, пошел по ней, по этой тропе. I felt devastated because I thought I wasn't good enough or lovable enough for him to stay. Меня это очень вообще подкосило, потому что я так, очевидно, я приняла решение, что это я недостаточно достойна любви, что он уехал. But I now see that it was a total God thing that he left my life in such an abrupt way and just cut things off. Но и сейчас я вижу, что это было вмешательство Бога в мою жизнь, что он так резко уехал и все оборвал. In the course of that relationship, I had gone from being a fairly responsible, professional individual working in a career to someone completely obsessed with the relationship, engaging in dangerous behaviors. Потому что на протяжении этих отношений я превратилась из достаточно ответственного человека, который, профессионала, да, работа была и все такое, я скатилась до того, что я как бы начала себя вести очень опасным образом. However, the mere fact that he left didn't really save me from my twisted thinking in my relationships. Но тот факт, просто что он уехал, меня не спас от вот этого опасного, навязчивого мышления в моих отношениях. I continued to obsess about other people in my life and found more men to date. Я продолжала навязчивое мышление по поводу других людей в своей жизни, и нашла, соответственно, других мужчин, с которыми начать отношения. I found myself searching out men at bars, drinking to make me feel better about the way that my relationships were going, and just generally manipulating the people in my life. Я обнаружила, что я начала ходить по барам, пить, чтобы мне было лучше, и вообще продолжать манипулировать других людей в своей жизни. My relationships were a total mess because nobody could ever live up to my expectations of what I wanted and needed. Все мои отношения были очень такими полны запутанности и драмы, потому что никто не мог соответствовать моим ожиданиям, и то, что никто мне не давал то, что я от них хотела. I honestly dated some very caring, intelligent men, but they were never good enough because what I expected from them was unrealistic. И я встречалась с людьми, которые были действительно умные, заботливые, но они никогда не соответствовали моим ожиданиям чему-то.
I was usually the one who would have the conversation with them that things aren't going well. И обычно я начинала эти разговоры с ними, что что-то плохо и нам нужно поговорить. The irony is that even though I was seeking validation and happiness for my relationships, I was inevitably the person that would tell them, it's not working out. You're not who I want you to be. И ирония состояла в том, что хотя я была тем человеком, который искал как бы легкости и комфорта в отношениях, я же им и говорила, что нет, что-то тут не то, как бы ты не такой, как я хочу, и развивала эти отношения. And I was so incredibly manipulative in my illness that I took them on a roller coaster ride with me. Я была настолько сильным манипулятором в своих отношениях, что я и их как бы вовлекала в эти эмоциональные качели вместе с собой. At certain points in my life, I would try casually dating ex-boyfriends, even to the point of casually dating all of them at the same time. В определенные моменты своей жизни у меня были такие, я как бы ходила на свидания со своими бывшими, и в какой-то момент я ходила с ними со всеми одновременно, как бы, ну, отношения были со всеми одновременно бывшими друзьями. You can probably imagine the emotional wreckage of casually dating, 5 people at the same time and trying to manage those relationships. Вы можете, наверное, себе только представить, какой эмоциональный вред это наносит, когда ты как бы, ну, как бы так слегка заводишь отношения с 5 людьми одновременно и как бы пытаешься всем этим управлять. Nobody was happy with that situation, not even myself. Никому эта ситуация не принесла счастья, даже мне. And again, the irony is that even though I kept getting what I thought I wanted and needed, I never really felt happy in my relationships. И опять же, как бы смешная штука состоит в том, что, или ирония состоит в том, что я вроде как пыталась получить то, что мне нужно, но никогда этого не получала. I was generally obsessive around other people, but also with my food and compulsive eating. У меня было, в общем, навязчивое мышление, какая-то одержимость по поводу отношений, но также и по поводу еды, компульсивного переедания. My compulsive eating was more obvious and worrisome because of the weight gain. И переедание вызывало больше опасений и переживаний, потому что у меня сильно набирался вес. Toward the end of 2012, I ended up in Overeaters Anonymous because I felt completely desperate with my food issues. К концу 2012 года я обнаружила себя в анонимных переедающих, потому что у меня было реальное отчаяние по поводу еды и переедания. I was compulsively eating as a way to manage my emotions, especially around my relationships. Я компульсивно ела, чтобы как-то справиться со своими эмоциями. И в основном эти эмоции были про отношения с другими. Around the time that I came into OA, I had recently had a one-night stand with an ex-boyfriend from high school. Незадолго до того, как прийти в АП, у меня было
как бы на одну ночь я встретилась со своим бывшим бойфрендом из школы. I felt so disgusted with myself that I was ready to just completely swear off of relationships. Меня это настолько, я настолько себя презирала за это, что я думала, что все, я вообще как бы приму твердое решение не заводить отношений вообще теперь. I remember getting together with that ex-boyfriend as a way to make myself feel better, and I ended up just feeling worse. Я помню, что я хотела с ним как бы встретиться для того, чтобы мне стало лучше, а мне в конце концов стало только хуже. So I compulsively ate over my hatred for myself. И я обжиралась из-за того, что я себя ненавидела. When I got into OA, I feel incredibly fortunate that I had a sponsor who presented me with the spiritual solution of the 12 steps. И когда я пришла в АП, мне повезло, и мне представили, потому что мне дали программу как бы духовного решения через 12 шагов. I was taken through the 12 steps in the big book of Alcoholics Anonymous swiftly and started to find freedom and relief from my compulsive eating. Меня очень быстро провели по шагам, 12 шагам из книги «Анонимные алкоголики». И я обнаружила, что мне это принесло облегчение с моим компульсивным перееданием. I stopped compulsively binge eating about a couple weeks into program. And then it took me a few months in working the steps to get over my obsession around food. Я перестала компульсивно есть буквально очень быстро, там за 2 недели. И еще несколько месяцев мне заняло, чтобы у меня ушло навязчивое мышление по поводу еды. I also started to see my relationships improve. Я также обнаружила, что и мои отношения улучшились. The program is based on spiritual principles of looking for my own defects of character, turning them over to God, and being of service to other people. И программа — это программа духовная, она основана на духовных принципах. То есть мы ищем свои дефекты характера, мы отдаем их Богу, и мы идем, помогаем другим людям. I continued to look for my selfishness and self-centeredness in all areas of my life. Я продолжала искать свой эгоизм и эгоцентризм во всех областях своей жизни. And through the application of these spiritual principles, I found that my relationships were better than they had been in the past. И применяя эти духовные принципы, я обнаружила, что мои отношения стали лучше, чем они были раньше, в прошлом. However, I continued to struggle with my obsession around people in a way that I wasn't struggling with my compulsive eating. Но я продолжала страдать от своей одержимости другими людьми, и эта одержимость, она не уходила, так как ушло компульсивное переедание. I felt freedom from my obsession with food, but I continued to worry about what people were doing or not doing and what they thought of me. И у меня была свобода по поводу еды, от еды. У меня пришла свобода. Но я продолжала переживать о том, что люди делают или не делают вокруг меня. The part of the program of recovery is doing a 10-step. Часть программы выздоровления это состоит в том, чтобы делать 10-й шаг. And step 10 is whenever I feel disturbed, I connect with God at once, discuss with my sponsor, make amends if I need to, and turn my attention to others.
И 10-й шаг — это когда я чувствую какое-то беспокойство, что-то у меня не так. Я отдаю это Богу, я напишу об этом спонсору, и я направляю мысли на помощь другим. I found that I was frequently disturbed by other people. Я обнаружила, что меня часто расстраивают другие люди. I very seldom had to work my program around being worried with food or my body, and frequently found myself struggling with people and relationships. И я как бы обнаружила, что мои вот эти переживания, они редко были по поводу еды, и в основном были по поводу людей, других людей и отношений. The big book tells us that the root of our troubles is selfishness and self-centeredness. So I thought if I continued to just work the steps around it, it would take care of my people issues. А большая книга нам говорит, что наша проблема, она в эгоизме и эгоцентризме. И я думала, что если я буду продолжать просто работать, работать над этим эгоизмом, то и мои проблемы с людьми решатся. I threw myself into my program of recovery for OA and continued to work my program around disturbances with people. Я себя полностью отдала с большим энтузиазмом программе по компульсивному перееданию и продолжала работать над вот этими проблемами, над расстройствами моими по поводу других людей. I worked with one sponsor for about 3 years, and then she left program, and another for about 2 years, and then she left program. Я работала с одним спонсором 3 года, а потом она ушла из программы, потом еще с одним 2 года, и она тоже ушла из программы. My third sponsor had actually been my grand sponsor for all the years prior. И мой третий спонсор, она была моим праспонсором, то есть спонсоров моих спонсоров все это время в программе. My grand sponsor, who ended up sponsoring me directly, turned out to be a recovered compulsive eater in Al-Anon. И эта спонсор, которая была спонсировала моих спонсоров раньше, все это время, она оказалась выздоровевшим компульсивным передающим и аланонцем одновременно. She asked me if I had ever had a family member or loved one who had been an alcoholic. Она меня спросила, есть ли у меня члены семьи, которые были алкоголиками. I said, yes, my grandparents, although I was never around their drinking. So what does that matter? Я сказала, ну да, мои бабушка и дедушка, но я никогда не была рядом с ними, когда они пили, поэтому какая разница? And then I said, well, my brother also struggled with substance abuse issues, but what does that have to do with me? И я сказала, ну и мой брат еще страдал от наркотиков и алкоголя, но я-то тут при чем? She was the first person who suggested I wasn't truly free in my recovery. И она была первым человеком, который мне как бы предложил такую идею, что, возможно, я еще не совсем свободна в своем выздоровлении. At that point, I had over 5 years of recovery in OA, living in steps 10, 11, and 12 daily. К этому моменту у меня уже было 5 лет выздоровления в АП, и я дышала этими 10-11 шагами на каждодневной основе. I had freedom with food and my compulsive eating, but it caused me a lot of fear to consider that I wasn't actually free from the people issues. У меня была свобода от компульсивного переедания, но на меня это нагнало большой страх, что я не была свободна от своих проблем с людьми.
At her suggestion, I started listening in on the Al-Anon meetings. И по ее наводке она мне посоветовала начать слушать, начать приходить на собрание Al-Anon. It was simply my sponsor's suggestion that I was missing something in my recovery that led me to take an honest look at myself. И вот эти вот слова моего спонсора, что что-то я, похоже, пропускаю в своем выздоровлении, они заставили меня посмотреть на себя более честно. And what I realized was that I was an Al-Anon. И что я обнаружила, это то, что я была аланонцем. I used to think that simply working the steps around my compulsive eating and applying spiritual principles in that program would help me with my relationships. Я раньше думала, что просто работая мою программу по перееданию и применяя эти принципы во всем, это решит мои проблемы с отношениями. But I had never recognized my problem in my Al-Anonism. Но я никогда не принимала и не понимала свою проблему Al-Anon. Until you understand the problem, you can't apply the solution. И пока ты не понимаешь проблемы, то ты не можешь применить какое-то решение к ней. And that's why I had continued to struggle with my Al-Anonism and people issues, even though I was working the steps in another fellowship. И вот почему, вот поэтому я и продолжала мучиться со своими отношениями с другими людьми, несмотря на то, что я работала программу в другом содружестве. I had not yet admitted my powerless over alcohol, the alcoholic, the people in my life. Я еще не приняла своего бессилия перед алкоголем, который употребляет алкоголик, и перед людьми в своей жизни. When I took an honest look at myself, I recognized that, yes, selfishness, self-centeredness was the root of my troubles, but I was trying to exert control over people, which was beyond my control. Я знала, что корень моих проблем — это эгоизм и эгоцентризм, но я все еще продолжала пытаться контролировать других людей, хотя это было явно за пределами моего контроля. My grandparents had supposedly been alcoholics, and we had substance abuse issues in my family as a child. Мои дедушка и бабушка были алкоголиками, и очевидно, что у нас были тоже проблемы с употреблением в моей семье, когда я была ребенком. That set the stage for learning how to try to manage family relationships. И именно в это время мы учимся, как управлять семейными отношениями. That led me to continue to use people as a way to make myself feel better. И это меня заставило или дало мне толчок или привычку использовать других людей, чтобы найти себе легкость и комфорт. I spent my life obsessing about what people were doing or not doing as if I knew best. И я проводила жизнь свою, думая, переживая о том, что другие люди делали или не делали, как будто я знала лучше, чем они. I tried to fix people or solve their problems and insert myself into their business. Я пыталась продолжать исправлять людей, решать их проблемы и вмешиваться в их дела. My obsession led me to either make them my God or insert myself as a God in their lives.
И мое навязчивое мышление, оно приводило либо к тому, что я их превращала в Бога, либо вмешивалась в их жизнь и пыталась встать на место Бога в их жизни. When I made myself their God, I tried to manipulate, control, fix, and manage. И когда я пыталась стать их Богом, то я начинала манипулировать, управлять, решать какие-то проблемы вот, в их жизни. And when I made them my God, I still tried to control their perception of me. А когда я их превращала в своего Бога, то я пыталась управлять тем, как они меня воспринимают. But now I recognize all of that goes back to my Al-Anonism, a symptom of my spiritual malady. И сейчас я поняла, что все это возвращается обратно к Аланону, и это симптомы моей духовной болезни. Once I recognized my problem as an Al-Anon, I was able to apply the spiritual solution to it. И как только я признала свою эту проблему Аланона, я смогла тогда применить к ней духовное решение. My problem was a spiritual disconnection from my higher power, and I was blocked off by selfishness and self-centeredness. Моя проблема состояла в том, что я была отрезана от вот этой высшей силы, и я была эгоистична, эгоцентрична при этом. By being aware of my problem, admitting my powerlessness as an Al-Anon, I've been able to take the spiritual solution and apply it to my life. И когда я признала свою проблему, когда я признала свое бессилие в Аланоне, то я смогла взять это духовное решение и применить его в своей жизни. I had already had several years of recovery in OA, but once I recognized my powerlessness as an Al-Anon and started to apply the steps to it, I immediately began to feel freedom. У меня было уже несколько лет выздоровления в АП, но как только я признала свое бессилие в Аланоне, в программе Аланон, и начала работать шаги на эту тему, я сразу начала чувствовать свободу. It was hard to understand how God could change the way I felt about the people in my life. Мне было сложно понять то, как Бог может изменить мои чувства по отношению к людям в моей жизни. But I had hope for two reasons. Но у меня была надежда по двум причинам. I had seen God remove my mental obsession around food, my body, and compulsive eating. Я была свидетелем того, как Бог забрал у меня навязчивое мышление и одержимость моей едой, моим телом, компульсивным перееданием. And I saw other people who were recovered Al-Anons with freedom in their life through the program. И я видела людей, которые были выздоровевшими аланонцами, и у них в жизни была свобода. So I applied the spiritual 12-step solution found in the big book. I applied that to my life as an Al-Anon. И то решение, которое в большой книге, это духовное решение, я применила его к своей жизни как аланонца. And I have found that as a result, I no longer obsess, control, and manage other people. И в результате этого я обнаружила, что я больше не думаю постоянно, не контролирую и не управляю другими людьми. I no longer ride other people's emotions. Я больше не
не переживая эмоции, скажем так, с других людей, с ними вместе. I no longer feel like the emotional intersection, trying to get everyone to get along with each other. Я больше не чувствую себя каким-то эмоциональным перекрестком, который старается всех друг с другом помирить. I no longer feel like I have to save people from themselves. Я больше не чувствую, что я должна спасать людей от самих себя. And I feel at peace being myself in the world. И я чувствую как бы такой покой и мир, и что я могу быть самой собой в этом мире. I focus on my spiritual relationship with God and let God take care of those people around me. Я концентрирую внимание на моих духовных отношениях с Богом, а Богу позволяю решить все другие проблемы и других людей тоже. And those are the promises of recovery that I've experienced as a result of working the steps. И вот это обещание программы выздоровления, которые я испытала как результат работы по этим шагам. I had picked a passage from the big book to read. Tatiana, did you want me to go ahead and read it? Which passage, maybe I was wondering if I Yeah, could just... Page 52, the bedevilments. The bedevilments, окей. И Меган выбрала абзац из книги на странице 50, где рассказывается о наших проблемах. Let me just find that real quick. I'll just read it in English. Абзац на странице 51. Мы должны были спросить себя, почему бы нам не применить к решению человеческих проблем такую же готовность изменить свою точку зрения. У нас были трудности в отношениях с другими людьми. Мы не умели контролировать свойственную нам эмоциональность. Мы испытывали горе и депрессию. Мы не могли зарабатывать себе на жизнь. Мы чувствовали себя никому не нужными. Мы были подавлены страхом. Мы были несчастны. Мы были не в состоянии кому-либо помочь. Разве кардинальное решение этих задач не более важно, чем телевизионный репортаж о полете на Луну? Разумеется, человеческие проблемы важнее. And so I've read that. Did you want to comment on it? Yeah. So I picked that paragraph because that was my life as an Al-Anon, an unrecovered Al-Anon. Я выбрала этот абзац, потому что он очень хорошо описывает мою жизнь как аланонца. But living in recovery and by working the steps, God handles my relationships. Но живя в программе и работая шаги, Бог решает все мои проблемы. I no longer fight to control my emotions or live in depression. Я больше не мучаюсь и не пытаюсь контролировать свои эмоции или свою депрессию. I feel happy and I feel free. Я чувствую себя счастливо, и я чувствую себя свободно. So I just want to thank you all for the opportunity today to share my story. И я хотела вас всех поблагодарить сегодня за возможность поделиться своей историей.